Дежурный врач районной больницы видел за свою жизнь всякое, но то, что привезли полицейские той ночью, выбило его из колеи. В приемный покой буквально втащили 3 крепких мужчин. Судя по виду, не новички в криминальном мире. Но сейчас они дрожали, как школьники перед экзаменом, путались в словах и не могли связно объяснить, что произошло. Их куртки были изодраны странными разрезами, будто кто-то полосовал их огромными когтями. А в глазах застыл неподдельный, животный страх. «Там не человек», — заикался один. «В том доме там нечто». «Дьявол», — прошептал второй. «Мы туда больше не ногой». Полицейские только усмехались. Они считали, что парни просто нарвались на старушку и перепугались собственной фантазии. Дом на окраине деревни казался легкой добычей. Но никто из них не знал, что в том месте давно существовала странная, почти мистическая связь между человеком и лесом. Деревня Лесная давно вымирала. Из 40 домов обитаемым оставался всего один, у самой кромки чащи. Там жила Анна Сергеевна. В прошлом учительница русского языка, строгая и справедливая. Теперь ее учениками были только птицы и ветер за окном. Дочь звала ее к себе в город, но женщина каждый раз отвечала одно и то же. «Здесь могила отца, здесь моя жизнь. Я никуда не поеду». Той зимой одиночество стало особенно тяжелым. Морозы били такие, что стекло трещало по ночам. Лес выл и стонал, словно живой. Анна Сергеевна спала плохо, держа под подушкой старый туристический топор, скорее для спокойствия, чем для защиты. И вот однажды ночью ее разбудил странный звук. Не вой и не стук. Скрежет, будто кто-то царапал дверь, и тихий, прерывистый стон. Женщина затаила дыхание. Сердце колотилось так, что казалось, его слышит весь дом. Она подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. Луч фонаря выхватил из темноты огромное пятнистое тело. Не собака и не волк. Крупная дикая кошка. Истощенная, грязная, с глубокой раной на боку. Зверь едва держался на лапах. В желтых глазах не было злости, только боль и просьба. Анна Сергеевна понимала, один рывок и все закончится. Но страх отступил перед жалостью. «Ну что же ты?» – прошептала она. «Потерпи». Она каким-то чудом втащила тяжелое тело в дом. В тепле животное почти сразу потеряло сознание. Начались недели борьбы. Женщина тратила последние деньги на мясо, сама перебиваясь хлебом и кашей. Осторожно обрабатывала рану, рискуя руками. Дикая кошка не сопротивлялась, будто понимала, что ее спасают. На 10-й день произошло нечто странное. Анна Сергеевна задремала в кресле и вдруг почувствовала тяжесть. Зверь подошел и положил голову ей на колени. Раздалось низкое, глубокое урчание. Это был знак доверия. К весне животное окрепло. В движениях снова появилась сила, грация, опасность. Однажды утром кошка подошла к двери и долго смотрела в сторону леса. Анна Сергеевна все поняла. «Нельзя держать свободу в доме», – тихо сказала она и открыла дверь. Зверь на секунду прижался к ее ноге и исчез среди деревьев. Дом снова стал пустым. Прошло полгода. Осенью в районе появилась банда грабителей. Они выбирали одиноких пенсионеров и действовали жестоко. В ту ночь Анна Сергеевна проснулась от звона стекла. В дом вломились 3. Запах перегара, грубые голоса. «Где деньги, старая?» – рявкнул главный. Комнату перевернули за считанные минуты. Денег не было. «Врет», – зарычал один и схватил женщину за плечо. «Последний шанс», – сказал главарь, щелкнув зажигалкой. «Или ты сгоришь вместе с этим домом». Анна Сергеевна закрыла глаза и начала молиться. И в этот момент сверху, с шкафа под потолком, раздалось глухое, страшное рычание. Грабители подняли фонари. В темноте светились 2 желтых глаза. Прыжок был молниеносным. Хищник рухнул на одного из мужчин, сбив его с ног. Началась паника. В тесной комнате дикий зверь оказался страшнее любого оружия. Удары лап разрывали одежду, клыки заставляли бросать ножи и кричать от боли. Бандиты, забыв про добычу, ломились к выходу, падая друг на друга. Машина сорвалась с места и исчезла в темноте. В доме воцарилась тишина.
Анна Сергеевна включила свет. Среди разбросанной мебели спокойно сидела та самая дикая кошка. Она вылизывала лапу, будто ничего не произошло. Потом подошла к женщине, мягко ткнулась головой и тихо заурчала. Она не ушла. Все это время она была рядом. Просто жила в лесу и приходила охранять единственный дом, где когда-то получила шанс на жизнь. С тех пор в деревню лесную чужие не суются. А местные знают, если на крыльце сидит крупная дикая кошка с кисточками на ушах, лучше пройти мимо. Говорят, нет существа преданнее собаке. Но тот, кто это придумал, никогда не получал защиту от леса. Потому что добро всегда возвращается. Иногда в самый темный момент. И иногда с клыками.